Токарь-инструментальщик 4-го разряда Иван Берязин. Обычный человек, каких миллионы и которые живут рядом с нами. Но так ли все просто? Сейчас мы с вами рассмотрим загадочную историю этого, казалось бы, простого человека. Ивана взяли из детдома в 1961 году, и до поры до времени он был ничем не примечательным ребенком. Однако уже в детстве родители стали замечать некоторые странности. Вместо того, чтобы бежать на улицу играть в футбол, он часто смотрел в окно. Свидетели говорят, что некоторые облака при этом были очень странной формы. К тому же, по свидетельству его приемных отца и матери, первым словом, которое он произнес в их семье, были не мама и папа, а станок. О каком станке мог говорить этот ребенок? О токарном, бритвенном, а может быть, о межзвездном станке разрезания звездного пространства? В школьные годы Ваня не отличался особым рвением, и вместо того, чтобы учиться, тоже внимательно смотрел в окно, и даже полученные двойки не прервали его чудаковатость. Что же хотел увидеть в окне этот загадочный ребенок? Может быть, прилета космического корабля с другой планеты? Перейдя в строительный техникум после 8 класса, Иван начал учиться на токаря и проявил немало таланта в этой сфере. Однокурсники рассказывали, что на первом практическом занятии, когда нужно было выточить первую в своей жизни деталь, Петров, в отличие от остальных, выточил нечто, что более походило на фаллический символ. Но также это мог быть веретенообразный корпус космического корабля. Однако правды мы не узнаем никогда. Разгневанный мастер отругал Ивана, на чем свет стоит, а заготовку выкинул в мусорные отходы. Но что примечательно, пока шла словесная экзекуция, Иван невозмутимо смотрел в окно. Говорят, напоследок мастер назвал Ивана тормозом и пригрозил, что если тот еще раз придет на занятия, разя денатурированным спиртом, то его отчислят. Но был ли это спирт на самом деле? Мог ли это быть запах топлива с космического корабля? Вполне возможно. Окончив техникум, Иван отправился на срочную службу в армию. Где он служил следующие 2 года, неизвестно. Последний раз, когда видели Ивана, его грузили в автобус на призывном пункте в совершенно невменяемом состоянии. При этом Иван смотрел в небо, пускал пузыри и бормотал что-то невнятное на непонятном советскому уху языке. Могло ли быть такое, что это был не обычный автобус, а автобус до стартовой площадки инопланетян? А все, состояние Ивана, вхождение в состояние анабиоза перед межзвездным полетом. В подтверждение этой теории говорит то, что когда через 2 года Иван снова появился в своем городе, он абсолютно ничего не мог рассказать о той части, в которой служил. При этом у него немного дергался правый глаз, а речь при упоминании о службе становилась заторможенная и заикающаяся. После дембеля Иван женился, а потом устроился на местный трубопрокатный завод по специальности. И скрывать странности в его поведении уже не удавалось. По словам жены, на работу он уходил в будни в 6:30. Но на заводе появлялся только к 9 нот. При этом от него каждый раз пахло космическим топливом на спирту. Где был эти 2,5 часа, Иван неизвестно. Но, говорят, несколько раз с ним вместе видели странных людей, с которыми они шли в направлении гастронома. Несколько раз в этот момент в небе видели пролетающий вертолет, 5 раз странные облака, а 1 раз мимо прошел патруль дружинников. Все эти знаки говорят, что правительство уже начало догадываться, что Иван не с нашей планеты, и открыло на него охоту. А эти встречи у гастронома были ничем иным, как контакты со связными, которые давали Ивану указания, как быть дальше. Кроме того, не стоит забывать, что трубопрокатный завод, на котором работал Иван, являлся стратегически важным для страны предприятием. Есть версия, что, работая там, Иван незаметно вытачивал недостающие детали для космического корабля, застрявшего где-то на орбите Земли. Подтверждением этой версии служит то, что, когда у Ивана родился сын, он понял, что нельзя подвергать свою земную семью опасности. Поэтому как-то вечером он сказал, что пойдет за хлебом и больше в квартиру не вернулся. Позже на заводе, где он работал, обнаружили большую недостачу металлсырья, которое пришелец, скрывающийся под личиной Ивана, наверняка при помощи своих посредников уже переправил на свой космический корабль. С тех пор о Иване Берязине в его родном городе никто не слышал. Всесоюзный розыск тоже ничего не дал. Человек как в воду канул. И, как вы понимаете, по всем вышеописанным признакам никто так и не найдет никогда, ведь наверняка этот гражданин уже давно покинул нашу Солнечную систему. А его бывшая жена, всю жизнь рассказывающая их сыну, что его папа был космонавтом, возможно, всегда была не так и далека от истины.